Привет, с вами доктор Берг. Я хочу рассказать о самом важном электролите. Что такое электролит? Если соль растворить в воде, молекула соли разъединится на два элемента. В результате получается два отдельных элемента — натрий и хлор. И эта жидкость очень хорошо проводит электричество. Электролиты, по сути, это элементы, которые помогают проводить электричество в организме. Они во многом помогают. Разберем примеры электролитов. Это калий, натрий, магний, кальций, хлор — все эти элементы. Калий — единственный электролит, который требуется в очень больших количествах. Любопытно, почему так? Зачем нам нужно столько калия? Это от 4700 до 6000 миллиграммов каждый день. Это эквивалентно минимум 7-10 или больше стаканам овощного салата каждый день. Это много. Для меня это странно. Никто столько не ест. Давайте копнем глубже. Зачем же нам нужен калий? В организме есть то, что называется натриево-калиевым насосом. Он встроен в маленький белок, соединенный с одним ферментом. Он образует фермент на поверхности клетки. В организме от 800 тысяч до 30 миллионов этих крохотных насосов. Эти маленькие генераторы производят электричество, чтобы вещества могли проходить через клетку. Они тратят много энергии на эту работу. Фактически, треть всей потребляемой пищи, треть энергии идет на работу этих насосов. Также есть еще один насос в желудке, который называется водородно-калиевая атефаза. Не пугайтесь названия. Это еще один насос из калия, который помогает вырабатывать желудочный сок, необходимый для пищеварения. Эти насосы также находятся в мышцах, в нервной системе. Насосы в нервной системе потребляют около 60% калорий, поступающих в организм. Другими словами, эти насосы крайне важны для обмена нутриентов, глюкозы, аминокислот, макро- и микроэлементов и их транспортировки между клетками. Калий совершенно необходим для создания насосов, которые выполняют вот эти функции. Они дают клеткам электрический заряд, и в клетке есть напряжение, которое позволяет веществам входить и выходить из нее и создавать энергию. Фактически, вся ваша энергия, которая управляет метаболизмом, частично под контролем этого маленького насоса. Он заряжает клетку, дает энергию. Он помогает мышцам сокращаться и расслабляться, проводя в клетки кальций. Он контролирует транспортировку кальция. Ух ты, интересно. Если есть дефицит какого-то элемента для этих насосов, и они не работают, кальций не будет расслаблять мышцы, возникнут мышечные спазмы из-за нехватки калия. А на самом деле из-за нехватки кальция. Но чтобы это исправить, нужен не кальций, а калий. Еще вернемся к этому. Мышцам нужен этот насос. Он нужен нервной системе, чтобы проводить электричество. Жидкость, транспортировка жидкости. Водный баланс также контролируется этим насосом, как и общий уровень энергии. С едой калий получить очень трудно, потому что люди не понимают, сколько им нужно, и не едят достаточно овощей. Из-за этого возникает ряд симптомов. Обратите внимание, может, у вас есть какие-то из них. Первый — усталость. Она может возникнуть из-за нехватки калия. Без него электрический заряд в клетках будет очень-очень низким. Насосы не смогут работать. Если в организм с едой поступает больше калия, будет больше энергии. Но если решите принимать калий в таблетках, в одной таблетке всего 40 миллиграммов, ну, может, 90. Вам же нужно 4700. Это целая упаковка. Таблетки — не вариант. И если принимать столько калия без других элементов, может случиться дисбаланс. Лучше получать калий из пищи или пищевых концентратов. Далее у нас есть
У нас есть энергетическая усталость и мышечная усталость. Когда поднимаетесь по лестнице и чувствуете, что ноги очень тяжелые и выносливость на нуле, это все дефицит калия. Если нервная система устала, не будет электрических импульсов, появятся аритмия, проблемы с сердцебиением, замирание сердца, мерцательная аритмия — это все дефицит электролитов. Жидкость, задержка жидкости, опухшие лодыжки — это дефицит калия. Врачи при таком советуют избегать соли. Большая ошибка, нужно увеличить калий. Также уровень энергии в клетках, чтобы они правильно работали. Если не хватает калия, в желудке не вырабатывается кислота, необходимая для переваривания белка и усвоения других элементов. Так что калий необходим для желудка, нервов, мышц, энергии, для водного баланса, для многих вещей. Теперь поговорим о том, откуда берется дефицит. Первая причина — нехватка калия в рационе. Чтобы калия было достаточно, нужно есть от 7 до 10 стаканов овощного салата в день. Я добираю нужное количество с помощью пищевых концентратов, если не получается съесть столько. Я беру чайную ложку порошка из сока витграсса. Это дает мне большое количество калия, магния и много чего еще, чтобы активировать натриево-калиевый насос и повысить энергию. Рвота, диарея также вызывают дефицит. Операции. Если вам делают операцию, калий резко падает из-за стресса. Поэтому пациентам всегда ставят капельницу с калием, чтобы восполнить запас. Стресс также уменьшает калий. Сейчас возьму книгу. Вот. Моя любимая энциклопедия по эндокринологии от СИБА. Так, вот здесь. Стресс надпочечников. Он приводит к потере калия. Из-за стресса калий выводится с мочой. Итак, сахар создает дефицит калия. Почему? Инсулин — это гормон, который помогает усваивать нутриенты. Но он также заставляет откладываться жир. И если у вас, например, инсулинорезистентность, глюкоза не поступает в клетку, отсюда, кстати, и тяга к сладкому. Но инсулин действует лишь как включатель натриево-калиевого насоса, чтобы усваивать нутриенты. Если насос не запустить, ничего не усваивается. Принимая больше калия, действительно можно уменьшить потребность в инсулине. И я рекомендую это диабетикам. Очень трудно исправить диабет без достаточного количества калия и овощей. Если у вас много сахара, это приведет к истощению калия. Калий поможет справиться с тягами и уменьшить потребность в инсулине. Мочегонные средства при высоком давлении. При нехватке калия давление будет повышаться. И также будут проблемы с кальцием, который не поступает куда нужно. Поэтому врачи дают мочегонное, чтобы избавиться от жидкости, и блокатор кальциевых каналов при высоком давлении. Но они не предлагают принимать калий. У многих людей, которые потребляют достаточно калия, снижается давление. Мочегонные истощают калий. Без электролитов давление не снизить. Соль. Натрий и калий всегда работают в балансе. Я не говорю о соли, потому что организм охотнее откладывает соль, чем калий. И к тому же у многих в рационе избыток соли. Они едят больше соли, чем калия, поэтому дефицит соли бывает крайне редко. Избыток соли может истощать калий. Алкоголь истощает калий. И кетогенные диеты тоже. Интересно. На диете с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов истощается калий. Вот почему я всегда советую потреблять больше овощей на диете с высоким содержанием жиров, чтобы вы пополняли запасы калия и хорошо себя чувствовали. При сжигании большого количества жира вы будете также терять много воды. У вас может возникать усталость или запор. Потребляя больше калия из овощей, не клетчатка, а калий — вот что очищает организм, поддерживает печень чистой и помогает насосам лучше работать. Я хотел дать вам представление о самом важном электролите и его роли в организме.
о роли электролитов и рассказать, откуда берется дефицит и как его исправить. Надеюсь, видео было полезным. До скорого!